Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми встречами со Спартаком Суббота и психоаналитиком. Он на связи. Спартак, приветствую вас. Приветствую, Александр. Ну что, как всегда, традиционно будем разбирать очень яркие высказывания, будем яркие события разбирать. Но самое главное событие, оно произошло вчера. Поздно ночью мы о нем узнали какие-то детали, подробности, но по большому-то счету сути происходящего никто не понял, ибо эта суть не разглашается. Но по определенным пазлам можем сказать, что для Украины ставка не сыграла. Зеленский ждал Уиткофа, и об этом сообщала пресса, в Ирландии. Потом говорит, да нет, давайте в Брюссель давайте приедем, чтобы со всеми поговорить до встречи в Москве. Не дождался и после. Американская делегация, это Уиткоф и Кушнер, поехали в посольство и напрямую отправились в Америку говорить с Трампом после 4-5-часовой беседы с Путиным, Ушаковым и Дмитриевым. Об этой встрече много сообщали, подробностей, чем кормили, где гуляли, но о самом главном молчок. Как вы трактуете события, насколько сейчас мы понимаем будущее, вот конкретно будущее происходящего мирного трека в руках США и Америки, оно располагает на надежды, да, на то, что война прекратится? Александр, очень многое зависит от того, на чьи надежды мы ориентируемся. Если мы ориентируемся на надежды таких, скажем, профессиональных украинцев, гиперпатриотов, турбопатриотов, тогда надежды не будут реализованы, потому что идея, которая связана с завершением войны на территории Украины, предусматривает большие уступки для Украины, и это очень болезненно для Европы. Для того, чтобы, опять-таки, обратить внимание, о чем могла идти речь, нужно обратиться к очень недавнему спичу Путина по поводу того, какое он отношение выражает в сторону проблемы, связанной в турецких водах с передачей, собственно говоря, визии. И, что немаловажно, что он думает по поводу Европы и готовлен к войне с ней. Он говорит, у нас нет планов никаких воевать с Европой. Это важно, кто не видел это, потом поищите. Но если Европа будет с нами воевать, мы готовы уже сейчас. Что это значит? Это значит, что идеи воевать, естественно, нет, никто не собирается. Но эта демонстрация, вот мы готовы воевать уже сейчас, подразумевает под собой не боевые действия, реальные военные действия какие-то, а нежелание идти на поводу, нежелание подчиняться тому треку, который ведет Евросоюз, который постоянно выносит свои изменения в процесс переговорного формата. Они хотят постоянно менять план, и этот план менять не в сторону выгоды ни для Украины, ни для России, потому что на самом деле война никому не выгодна, уже пора бы заканчивать. А идея, которая продвигается, судя по лицам, судя по тому, как себя ведут люди нам и что нам доносится, очень маленькие крупицы того, что доносится после, собственно, самой встречи в Москве, мы можем сделать выводы, что идея сугубо бизнесовая, ориентирована на развитие экономики, ориентирована на развитие отношений. Закончить войну в этом случае является необходимостью. И вот идея того, как это будет заканчиваться война, она не всаживается в голову американцев. У американцев эта идея сидит уже давно. Я думаю, еще в Анкоридже мы уже тоже множество раз это обсуждали. Идея обсуждалась. Был только план того, как это реализовать таким образом, чтобы, скажем так, пациент не сильно сопротивлялся. В данном случае пациент у нас это Украина. Европа, в принципе, не берется в учет. Европе были даны политические сигналы о том, что лучше как бы и не изъясняться по этому поводу. Потому что если да, то будет совсем другая история. Как тоже сказал Путин, на это тоже следует обратить внимание. Он говорит, почему? Это ж, говорит, Европа это не Украина. Мы с Украиной, это, как, грубо говоря, братский народ. Мы как бы стараемся еще как-то маломальски. Если Европа хочет воевать, мы готовы уже сейчас. И я подозреваю на самом деле, что это повлечет за собой колоссальные потери для России, в принципе, для всего мира. Но зная вот этот вот культурный код россиян, я допускаю, что готовы. То есть, типа, они могут пойти на этот шаг. И такого рода заявление не является блефом. И что самое интересное, все глобалисты это понимают.
Вот до тех пор, пока Путин не дает обратную связь по поводу их действий, мне как бы позволяет себе говорить глупости, нести какой-то абсурд. А встреча, которая прошла вот буквально недавно, эту ночь, закончилась, очевидно, прошла очень на положительной ноте. Это, поймите, когда Америка договаривается с Украиной, она пытается убедить капризного ребенка, что купить одну конфету лучше, чем не купить ни одной. Когда Америка договаривается с Россией, они обсуждают, какую марку конфеты будут приобретать, где они будут на постоянной основе оставлять эти конфеты для хранения, смогут ли они делиться этими конфетами. Это я так просто упростил для понимания того, о чем идет речь. Речь идет о взаимодействии двух взрослых дядек, которые как бы понимают, к чему идет вся история. История идет к завершению. Украина просто не способна сопротивляться. Уже об этом сказал и Рубио, и Трамп. Уже все говорят о том, что Украина не способна. Wall Street Journal написал, New York Times. То есть написали уже те издания, которые даже поддерживали, даже те дешевые европейские издания, которые можно было купить, например, покупались, когда там печатали каких-то там из Фалков да Винчи, этого бедолагу, который делает вид, что он там воин и так далее. Ну, в общем, то есть все, даже самые подконтрольные, уже понимают, что нужно давать назад. То есть нужно что-то с этим делать, потому что должен быть хоть какой-то люфт по здоровой информации, потому что нельзя так, мы топим за Украину, потом резко все меняется и резко менять трек. Нельзя, надо постепенно. И вот они уже это делают. Ну, по поводу того, что все так на положительной ноте прошло, там свидетельствует лицо Виткофа. Его сравнивают с лицом во время переговоров с украинской стороной, где он хмурый и сосредоточенный, а тут аж светится. Светится, гладко выбрит. Это, кстати, не мы здесь с вами обсуждаем в контексте, ну, там, нашей с вами беседы, а мировые издания об этом пишут. Financial Times пишет, что смотрите, да, это разительная разница. За неимением информации, конечно, сути, да, переговоров, конечно, обсуждают вот это, но это тоже выдает определенную суть. Если, ну, помните вот это выражение старое, что там русскому хорошо, то немцу смерть, ну, это из тех Да. лет. Получается, что загнав в парадигму Россия это плохо, это враги, это ужас, ну, в общем, да, в эту парадигму, если загнать состояние общества, то, конечно, эти наблюдения вызывают у украинцев шок, боль, трепет и горечь. А как на самом деле? Дело в том, что я сейчас ориентирован, во многом ориентирован на опросы, которые проводятся независимыми, на самом деле независимыми органами, которые изучают психический статус представителей Украины как за границей, так и на территории Украины. И смотрите, в чем дело. Люди на самом деле, ну, люди ж в массе своей могут ошибаться. Но люди, которые дают ответ на заданный вопрос, они могут ошибаться, но они высказывают свою позицию. Значит, что говорит подавляющее большинство согласно этим опросам? Если потом будет необходимость, я могу их где-то опубликовать, скинуть на них ссылки, но это по большей мере от Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы мониторить психический статус беженцев Украины. Подавляющее большинство людей, это свыше 48%, говорят о том, что очень рады тому, что это происходит, но они не верят в хороший результат. То есть смотрите, в чем дело. Они рады тому, что происходит, не верят в хороший результат. Часть людей, меньше, там около 15%, не рады, потому что не верят в хороший результат. И еще часть людей не верит в хороший результат, потому что любой результат для Украины, кроме смерти России, является плохим. То есть вот какая основная ошибка людей в оценке данной ситуации? Они считают, что положительный результат для того, чтобы он реализовался, он должен реализоваться быстро. И в целом я с ними согласен. Вот уже говорят о том, что вот осталось вот чуть-чуть, дышит на ладан, по сути, правительство, потому что оно является основной причиной большинства проблем. Я скажу, не только в Украине, но и в принципе в цивилизованном мире мы стали камнем преткновения как для экономики. Вот, например, сильнейшая экономика Европы, Германия загибается просто после взрывов северных потоков. Ну, благо, в принципе, итальянский суд принял решение о депортации. Но это кто интересуется, тот знает, что будут сажать человека, который совершил данный теракт. Ну, в общем, люди понимают, что это не закончится быстро.
То есть вот-вот оно вроде как уже на носу, но мобилизация происходит. Вот-вот вроде как на носу, но территории захватывают, захватывают дальше. И вот вроде как на носу, но и нет-нет, да и происходит звонок, простите, ваш там, муж, брат, сын умер. И, Александр, вот просто представьте себе ситуацию, все уже понимают, чем это закончится. Вот 100% людей, даже самые глупые люди, которые там за войну и за все равно понимают, чем это закончится. Представьте себе ощущение тех людей, которые осознают, что завтра на задании могут умереть, а послезавтра закончится война. И это такая колоссальная травматизация, она происходит на национальном уровне. И она происходит не только в связи с тем, что человек сидит на фронте. Смотрите, мать рожает ребенка. Она рожает. И, допустим, она принимает... Мы знаем, что сейчас на территории Украины рожают либо третьего, либо маргиналы. Ну, то есть, либо третьего ребенка, либо маргинальная часть населения, потому что никто не хочет давать ребенку такое будущее, которое предоставляет Украина. Но представляем себе ситуацию. Мать рожает ребенка из политических каких-то убеждений хочет поддерживать демографию. Такие, смотрите, Ну, такие как-то глупо имеются. это. Рожать ребенка из политических убеждений, извините. Есть, да, есть. Говорят, я там, говорит, вой на Украине рожу. Ну, допустим. Представляем, есть и такие люди. И осознавая то, что в любой момент их жизнь может оборваться, а завтра вопрос закроется, и никто не понесет ответственности. История с тем, что сняли Ермака, это вообще я, честно говоря, ну сняли, но спокойно будет тогда, когда он сядет, или когда начнутся суды. То есть просто то, что он не работает, ну, то есть не посещает конкретно вот офис, хотя все равно посещает на самом деле офис, это не решает всю проблему. Люди это понимают. Люди, глядя на то, что происходит, и видя риторику, ну, то есть видя, как коммуницирует правительство России и Америки, уже даже самые упоротые понимают, что Украина в этой истории не игрок. Пешка, ну, фишечка вот какая-то. Вот. Ее вот меняют и так далее. И по итогу с чем столкнется, с какой реальностью столкнется представитель Украины? Потеря суверенитета из-за отсутствия недр, потеря суверенитета из-за того, что мы просто являемся, по сути, добавочным ресурсом для сверхдержавы, важно не только для Америки, но и для России. Если все соблюдено будет так, как предлагается, то Запорожская станция будет выделять 50/50. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не можем уже претендовать в полной мере на то, что принадлежало нам раньше. И это лишь вопрос времени, когда мы можем потерять и все остальное. То есть в сознании людей будет то, что все потеряно. В такой ситуации последнее, что остается украинцам, и вы будете это наблюдать. Зрители, запомните, вы будете наблюдать сейчас следующую динамику. Зеленский будет казаться людям лучше, в глазах людей он будет лучше, потому что та динамика, которая будет сейчас происходить после его ухода, после снижения его активности, у нас, как у людей все-таки с большим набором ошибок мышления, будет звучать так. Если что-то происходит после чего-то, значит, оно произошло вследствие. Украина начнет загибаться после того, как Зеленский ушел, значит, мы будем думать, что она загибается. Почему, скажите? Потому что Зеленский ушел. Ну, Вот мы смотрите, видели, как... давайте так. Это, кстати, очень такая интересная тема, логика понятна. Однако, все же видят, что Зеленского, ну, ни в грош не ставят. У Зеленского очень тяжелый политический период. Как не излучай потужность, ну вот давайте рассмотрим. Мы же как принято у нас, да? Зеленский ездит в Европу. Последние визиты, ну, такое, знаете, какой-то замок из песка, какой-то, не знаю, ветряные мельницы. А, Позапрошлый визит к Макрону, да? Чего добился? 100 самолетов в каком-то непонятном году, какие-то там, да, несуществующие, денег на это нет. Сейчас вообще вот с бюджетом воюют, не понимают, как жить в стране, а мы вот это вот самолеты покупаем в каком-то там преснопамятном году. То есть отношения... В общем, Зеленский вот маску эту снял. И тут я с вами не то что не соглашусь, просто возражу, что на него же смотрят. Вот что Зеленский говорит в Ирландии. Абсолютно бестолковая, бессмысленная встреча. Он стоит с этим премьер-министром, а тут ему говорит, европейские налогоплательщики не должны платить за эту войну.
ну, он намекает, понятно, сейчас у них такой трек, они вместе с Европой пытаются влезть в российские деньги. Видно это. Эта стратегия ясна. Это вот отдельная история. Понятно, что там куча подводных камней, деньги чужие, кто вообще будет вкладывать в Европу. Короче, это все, не будем повторять банальности. Но суть сказанного: не должны европейские налогоплательщики за это платить. Вот возьмем деньги у России, повоюете, а не возьмем, три точки. И Зеленский же как говорит об этой встрече: мы ждем сигналов, мы поймем. И когда к нему не полетели, он полетел в Жешу, возвращается в страну, все четко поняли, что сигналов нет. Или сигналы такие, которые негативные. Вот что он говорит в Ирландии. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їх цілі змінились. Значит, они, русские, не достигли цели оккупировать нашу страну. Я не уверен, что цели изменились. Ну и дальше. Вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист. Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому? Справедливо підуть додому, на жаль, не всі. Деякі живими не повернуться. Що буде далі? Коли вони повернуться додому, знову стануть вчителями, інженерами, різних професій люди. Вони повернуться, а Росія буде продовжувати нарощування своєї військової, готуватися ще до одного вторгнення. Хто може витримати це? Нас міцні люди, але при всій повазі, тому ми і хочемо визначеність. Мы хотим определенности, говорит Зеленский, потому что если вот вернутся военные и опять станут инженерами, учителями и всем остальными, а Россия будет продолжать наращивать и угрожать, и кто вообще выдержит второе, так сказать, вторжение. То есть о какой определенности сейчас говорит? Неопределенный Зеленский, излучающий эту неопределенность. При Зеленском, если он уйдет, или, например, там будут вспоминать то время потужности Зеленского, я понимаю, тут срабатывает какая-то логика. Однако он же никуда не уходит. Он излучает, как осиновый листок на ветру. Смотрите, Александр, учитывайте то, что он, во-первых, человек, во-вторых, не лучший из их представителей, из этих людей, и, что самое важное, он находится в очень плачевном состоянии. Есть такое явление в психологии, называется эмоциональная тенденциозность, когда тенденции, которые у нас, собственно говоря, в плане настроений, демонстрируются и в риторике, и в поведении. Учитывайте то, что один из основных источников его стабильности, внимание, не так, как я считаю его стабильностью, а что он считает стабильностью. И об этом говорят очень многие люди из офиса. Часть тех людей, с которыми я сейчас до сих пор общаюсь, они говорят о том, что один из важнейших элементов его стабильности, Алла Борисовна, потеряла контакт с ним. И он вынужден от этого, он вынужден откреститься во всех смыслах. Он должен делать хоть какие-то шаги для того, чтобы демонстрировать, что он уже не является его частью, для того, чтобы продвигать свою идею дальше по поводу того, что мы должны защищаться. Смотрите, если взять, я сделал очень просто на самом деле. Я посмотрел это видео и посмотрел видео, когда он говорил то же самое, вот именно то же самое, но когда он был в Брюсселе. Интересно то, что динамика речи тогда демонстрировала нам, что он реально в это верит. Он реально верит, имеется в виду, что он верит, что если он будет это говорить, это будет работать. Сейчас он это говорит и говорит без настроения. Он говорит это просто потому, что ему так написал спичрайтер или ему так подсказали. У него нет веры. Когда политик теряет интерес к происходящему, он теряет представление о том, куда он должен двигаться и какая интенсивность этого движения должна быть. Мы наблюдаем, что Зеленский полностью оторван от реальности. Он не понимает, что происходит. Дальше, вот смотрите, на этом мероприятии уже маломальски, хоть какой-то среднего пошиба какой-нибудь политик говорил бы по-другому. Он бы говорил о восстановлении, о влиянии на мир, о поддержке со стороны других стран по завершению. Его риторика продолжается такая же корявая, куцая и бессмысленная. Россия все равно всех захватит. О чем ты говоришь? Какая разница? Это уже ни на что не влияет. Он не заинтересован. То есть вот для меня его спич в вот этом вот, где-то, не знаю, такое место. В Ирландии, да. Да, да, я понял, имеется в виду, чтобы это не было парламент, или как они это называют, но суть в том, что она для меня настолько, не актуальна, это для меня, как последние речи Брежнева. Вот знаете, вот ни на что уже не влияет. Он это говорит просто потому, что ему это написали. Он в это не верит. Он хочет, чтобы все закончилось, и при этом пытается как-то удержаться на плаву и не понимает как, потому что на самом деле шансов немного. Это нужно, чтобы очень упоротый электорат
прям неполноценный упоротый электорат его поддерживал. Такой в Украине имеется, таких много. Многие из них, естественно, конечно, где-то в Германии, либо в Нидерландах, но тем не менее они есть. И это для зрителей важно, чтобы я хочу, чтобы вы услышали, что вот эта вот речь, которую вам Александр показал, эта речь, она демонстрирует только одно. У Зеленского нет плана. У него нет плана. Нету плана Б, С, З, там какого угодно плана. У него нет никакого плана. Он повторяет предыдущую риторику. Если у политика нет плана, это конец государства. Это просто конец. Для нас это, возможно, новое начало. Все зависит от того, как оно закончится, эта вся история. Но если к власти придут абсолютно большинство военных, не приведи Господь, если еще станет президентом реально военный, который будет хотеть воевать дальше, мы не поменяем вот этот вот нарратив антироссии. Пока рядом с Россией, с огромным, сильным ядерным государством живет человек там, или группа людей, которая и ведет трек антироссии, нам, правда, будет очень тяжело. Это будет невыносимо, потому нужно менять риторику и позицию. Зеленский этому не содействует. И что самое интересное, шавки офиса президента этому не содействуют тоже. Все от старых теток до молодых пацанов начинают по средствам массовой информации разгонять одну историю. Это не конец. Ценный кинец. Вот сейчас на такое, они хотят нас полностью завоевать. Да закрой ты уже свой рот, уже хватит разговаривать, ты уже наговорил. Да как, прости господи за упоминание, Петров, который говорит, наш великий, вот мы его не поддержали. И Да, теперь никто он нас даже просто спасибо не сказал, на картонке не вышел, не написал спасибо, а написал закончили. «Зелюгеть». Да. Это признак. Смотрите, я понимаю, я знаю Петрова лично, он не обделен интеллектом, то есть что хорошо, у него не получится в итоге соскочить по умственной неполноценности, ему придется отвечать за свои слова. Но то, что он говорит, он же что говорит? Что мы виноваты в том, что президент не справился. О чем ты? Ты понимаешь, что ты говоришь? Если президент зависит от мнения, не от выбора, не от решения, а от мнения электората, то он не способен держать лицо, он не способен как-то действовать. А люди изъясняют свой выбор, выходя на Майданы, выходя с этими картонками. И вот когда вышли люди с картонками, реально вышли против Зеленского, потому что это была его идея с антикоррупционной структурой, утопить вообще антикоррупционные органы, почему-то Петров не говорил о том, что так, давайте мы примем правильное решение, давайте посмотрим, может, где-то мы ошиблись. Но когда Зеленский понимает, что он уже наелся, что его просто не учитывает, он погрешность. Смотрите, в этой всей истории сейчас Зеленский это просто погрешность, он не является игроком. Он говорит, мы потеряли президента, президент от нас всех устал. А что делает мать, которая воспитывает там 5, 3 детей? Устал ли человек на фронте, который за 4 года ни разу дома не был? Он устал или не устал? Что делают люди, которые изо дня в день, веря в эту святую войну, знаете, донатят последние остатки, все, что есть, просто донатят на бусики, которые потом этих же людей бусифицируют. То есть, почему он устал? Почему не устала нация? Почему не устала территория? Почему не устали люди? Почему человечество вообще не устало? Абсолютно конченная война. Смотрите, маленький, закомплексованный, криворожский человек, который не имеет никакого отношения к сфере познания в области политики, это клоун форменный. Кстати, клоун на самом деле это даже не оскорбление, это одна из высших степеней в комическом искусстве. Но он даже и до этого не дотянется, он такой среднего пошиба. Но почему Европа страдает из-за этого? Америка страдает из-за этого? Ну ладно, если нам плевать на Европу, почему мы должны? Потому что, смотрите, вот вы говорите, упоротая масса, она есть, и у них есть свои проповедники. Корчинский переворачивает историю и говорить, що лох в этом случае Трамп. Мушу вам сказати, що Трамп лох. От йому багато що обіцяють московити, якісь неймовірні контракти запустити в свої копалини, в свій Сибір, в практичний шельф, куди завгодно, але в той же час московити все те саме обіцяють Китаю. Навіть не тільки обіцяють, вони Китаю уже дають. Представляете? Обещают американцам, а дают Китаю. Быть не может. Как так можно вообще?
Особенно со страной, которая ресурсную сделку подписала с американцами и с британцами столетний контракт. Отдали все, подчистую. Но лох, естественно, конечно, Трамп, ну, очевидно, что это сразу понятно становится. Я, в принципе, тоже так, кстати, думал, знаете, идешь по улице, тебя ограбили, и ты такой, ну, ты и лох, конечно. И все. То есть, очень удобная позиция. Но никто никогда не задается формальной логикой, Александр. Что такое формальная логика? Это логика, соблюдающая последовательность, и передвижение определенных тезисов приводит к верным выводам на основании этих тезисов. Если мы будем смотреть, я не говорю про все видео Корчинского, это отдельный персонаж. Я, честно сказать, я даже это, ну, война закончится, буду пересматривать иногда, знаете, там, ну, может смотреть, это же забавно, на самом деле, что он говорит. Так вот, с другой стороны, я вам как профессионал скажу, для клинической, ну, с клинической точки зрения это уже интересно. Мне уже даже интересно с клинической точки зрения смотреть на Зеленского. Я уже смотрю как специалист. Хотя смотрел как личность, понимаете, как оно все перевернулось. И вот когда я смотрю на то, что говорит пан Корчинский, у меня возникает вопрос в последовательности его идей. Давеча он говорил о том, что любой договор России с Америкой – это предательство Украины. После этого он говорит, взаимодействие России с Китаем – это проблема, потому что недовольны США. Теперь он говорит о том, что США лохи, потому что Россия взаимодействует с Китаем, хотя что-то им обещает. Но во всех этих тезисах нет одного важного элемента, который полностью переворачивает логику дискуссии. Нету Украины. О чем ты вообще говоришь? Какая разница, о чем они там договариваются? Это, кстати, Знаете, да, это я вот с вами соглашусь, понимаете, потому что мы все, ну, это искушение большое, обсудить, как эти пескунчики или как они там, ну, вот эти, которые типа мини-чебуреки, да, мини-чебуреки. Ну, это же мощно, это же круто, да, когда есть такие подробности. И, ну, давайте так, давайте все-таки понимать, что это их дело. Путина ругать, обсуждать, хулить, Китай, например, а там был тоже представитель в АНИ, тут нельзя забывать. То есть, смотрите, ну, не там имеется в виду встреча с Путиным, а в кулуарах. То есть в этот день там тоже Ван И Лавровым был. То есть там китайское присутствие, там американское. Это важно. Но вопрос-то, а что делает и что сделала Украина? Понимаете? И тут я с вами согласен. У нас искушение обсуждать вот этих больших, а тех, кто поменьше, как-то вот уже как-то язык не поворачивается. А надо обсуждать Украину, надо обсуждать Зеленского, надо обсуждать вот это. А это перефокус внимания на нечто большее. Но заодно это, конечно, признание, что Украина это нечто меньшее. Да, я хочу еще сказать, на что грешат некоторые политики. Есть такая логическая ошибка. Кто не знает, можете записать, посмотреть. Называется ситуативная надстройка. Ну, это додумывание новых условий в тех случаях, если утверждение оказалось сложным. Вот когда оказался человек неправ. Например, они говорят о том, что русские никогда не будут договариваться с американцами, они основные враги. Сейчас они начинают договариваться. Что говорят? Мы имели в виду, что русские не будут в хороших отношениях, они же договариваются там по своим выгодам. На самом деле вот эти ситуационные настройки, их постоянно вносят, постоянно новые данные для понимания того, почему Украина не принимает участие в этом. То есть смотрите, как это удобно получается. С моим сыночкой не дружат. Не дружат не потому, что он токсичный, он постоянно под себя ходит в туалет в свои 18 лет, ну и потому, что он просто неприятный человек, всех обзывает и бросается калом. С моим сыном не дружат, потому что вот эти вот плохие. Это апелляция к альтернативе. Они ищут постоянно абсолютно любое объяснение того, почему с прокаженным, который сам создал все условия, при которых его уже ненавидят, его не любят, наворовался. Не умеете воровать, не воруйте. Ну, то есть Зеленский сказал такую вещь, ну и Зеленский сказал, и многие там другие говорят, что коррупция есть везде. Ну, Александр, ну правда, ну согласитесь, коррупция есть везде. Это понятно.
Ну, почему-то ж не везде она очевидна, не везде ее ловят, но не везде ж люди такими, ты жрешь все, не нажрешься, не такими выносят деньгами, как в случае с нами. Ну, то есть вот эта ошибка, когда одного человека, допустим, там, вот тут тоже вот меня вот это возмущает очень сильно. Ловят одного человека, говорят, что он там, допустим, вот он там пророссийский, он подсанкционный, мы будем его наказывать. Вы слышали хоть одну украинскую речь на тех записях? Мгм. Ну Ну, да, вот так все просто. Я, по-русски. я не манипулирую, у меня просто вопрос. Вы слышали такое? Ну вот я вам приведу коротенький такой пример, это тоже для зрителей будет полезно. Есть такая когнитивная ошибка, ошибка мышления. Вы ее можете, кстати, часто слышать в спорах, особенно когда вы спорите с украинцами, которые до последнего украинца. Нам нельзя останавливаться, иначе мы потеряем все. Называется ошибка деления. Ее еще называют от частного к целому. Я не буду вдаваться в подробности этой ошибки, кто захочет, тот найдет, чтобы, знаете, не превращать в лекцию наше общение. Но я вам приведу пример. Дэниел был очень одаренным ребенком, и он очень любил логику. Он рассуждал, что если атомы невидимые, и поскольку он сам состоит из атомов, он также невидим. К сожалению, несмотря на свои мысли, умные способности, игру в прятки он проигрывал. Вот вам пример того, как мы проигрываем эту игру в прятки. Мы считаем, что если одного маленького коррупционера не видно, то всю коррупционную систему не видно. Из-за этого точно так же, если мы не видим, как конкретно убило одного солдата на войне, а их много, вот эта ошибка деления приводит к тому, что мы же не видим там, или там мы не видели, как одного человека бусифицируют, значит не бусифицируют ни одного. Ребята, очнитесь, прекратите задаваться вот этими глупыми вопросами, на каком Мосфильме снимается этот, посмотрите на реальный. Просто посмотрите на то, к чему все идет. Уже даже валютный фонд уже нас начинает ставить всех на колени в такие условия, в которых мы никогда не были. Да, И не должны были бы оказаться. да. Мы И не вот должны эти, были бы там оказаться. вот эти реформы там с ФОПами, то на чем худо-бедно еще там держится, хоть какое-то благосостояние, все же как говорят, ФОПы это те, которые... Ну, это катастрофа будет, да, и на фоне... Это смерть малого бизнеса, Александр. Это смерть малого бизнеса, это конечно. Ну, все закроются, да и все, понимаете, и будут ничем не заниматься, а потом будут говорить, ой, а как же у нас такая безработица, или люди вообще нигде не оформлены, не устроены. Ну, Но это есть там... выход. Всем на фронт. Да, всем на фронт. Это к нам показывают выход, там тебе и зарплата, и все на свете. Вы сказали по поводу воровства, да, и Ермака отметили. Давайте остановимся на этом подробнее, потому что я считаю, это нечто. То, что происходит с Ермаком сейчас. Вот сейчас. То есть красиво партию они отыграли. Зеленский говорит, Ермак молодец, но чтобы не было вопросов, в общем, тоже какая-то интересная история. Вроде как он ее подавал в пятницу, что Ермак пришел, сам написал заявление, а потом говорит, чтобы не было вопросов, я решил. Так это ты уволил Ермака? Или он сам пришел написать? Или там вообще другая история, он типа написал заявление, как большой начальник Зеленский его положил на стол, и типа, и на это расчет был, да, что этим удовлетворятся. Но нет, Ермак как бы голова с плеч, имеется в виду политически, и он говорит, я поеду на фронт. Но не все тут как вот книжка писала. Значит, то ли в госструктурах же как там, 2 недели надо отработать. В общем, с фронта мы не видели. Видели только искусственный интеллект, как переделывает. Батальон Мидас. Позывной откат. Я, честно говоря, с этого так смеялся. Позывной Мидас, да, позывной откат, да, батальон Мидас. Но тут же, понимаете, все гораздо серьезнее. Значит, на политическом поле внутри Украины после этих событий опять всплывает Ермак, но уже в другом свете. Выходит абсолютно неожиданный персонаж, уже позабытый, я помню, там Яроманы приписывали с Зеленским, там странно одевалась она в Париже. Короче, пресс-секретарь президента, первый, Юлия Мендель. Вот что говорит.
У нас не скасовано телефонне право, і я думаю, що Андрій Борисович буде робити абсолютно все для того, щоб намагатися далі впливати на політику. Далі я б хотіла сказати, що з 2019 року Андрій Борисович побудовує свою власну вертикаль влади. Я розумію, що він завжди говорив, що він тільки за президента, його нічого не цікавить, але я думаю, це були теж піар-ходи, і я не впевнена, що вони були дуже вдалими, однак до якогось ступеню були. Я поділюся з вами, що я знаю, що у 2019 році ще Андрій Борисович Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом там і сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, Ну, во-первых, это сенсация. То, что она говорит до банальности, что он строил свои вертикали, то, что понятно, да, то есть там, но он был в США и говорит, как стать президентом. Понимаете? Как же стать президентом? Ну, далее еще больше сенсация. амбіції у Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово доволі великі. З іншого досвіду, який я скажу, є не тільки моїм персональним досвідом, а я впевнена, що багато високопосадовців і посадовців, і чиновників, які залишили вже посади, підтвердять і згадають, і почують, і погодяться з тим, що Андрій Борисович дуже часто вводить, мабуть, оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово він подавав інформацію так, як йому вигідно, або так, як він її інтерпретував. І також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Зеленський. Я не хочу зараз... Представляете, какая страшная история. Значит, Зеленский дает задание, да? А потом звонит Ермак и говорит, не делай этого. Ну ладно. А Зеленский, понятно, там это их отношения, они там спят в бункере, в теннис играют, фильмы смотрят, за ручку держатся. Но ладно бы так. Игры Ермака, это, конечно, сенсация в другом. Дальше она говорит, что страшный человек Ермак. Знімати відповідальність з чиновників, політиків, з людей, які фігурують в Міндічгейт. Кожен несе відповідальність сам за себе. Але якщо ми говоримо про Андрія Єрмака, то це була, мабуть, найбільш небезпечна і залишається досі найбільш небезпечна людина у вертикалі сьогоднішньої влади. І я думаю, що він буде робити все можливе, щоб повернутися. З прикладів, щоб не бути голослівною, я отримувала такі дзвінки, коли Володимир Зеленський щось у мене просив, я починала робити і отримувала там за півгодини-годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав, навіщо я це роблю, і казав мені не робити цього. Наприклад, Юлія, що це було? Ну, я ці технічні деталі зараз згадати не можу, але це точно були дзвінки, в яких тобто були певні завдання, які він забороняв робити. Да? І я знаю з спілкування з іншими посадовцями, так само відбувалося, що от мені блокував роботу, в правоохоронних органах блокував роботу, в закупівлі блокував роботу. Це було багато блокувань роботи. То есть опасные вещи говорит о Ермаке. Она там еще в этом интервью другие вещи говорила. Слушайте, хорошо, вот такой нехороший Ермак. Но это прям, вы сейчас прокомментируете непосредственно Мендель, да, и как-то ее животрепещущие воспоминания и ее характеристики Ермаку. Она и сама там опасается, чтобы ничего не вышло. Но это превращается в кампанию. Почему? Потому что на арену выходит Кулеба. А навесні 2024 року мене з ним познайомила одна людина, яка була дуже близька до нього і до мене. Значит, эта Кулеба говорит о Кушнере, участнике вчерашних переговоров, который поехал с Виткофом, зять Трампа. Человек влиятельный, они же с Виткофом разруливали, Кушнер и Виткоф, ситуацию в Газе, обещали все застроить такими неимоверными апартаментами, в общем, сделать райский уголок. И вот Кулеба говорит, что был выход на Кушнера. Голландець один. І він буквально нас підвів один до одного на одному там закритому заході, який я відвідував як міністр. І каже, Джаред, подружись з Дмитром, Дмитро, подружись з Джаредом. Ми обмінялися контактами, я приїхав в Київ і доповів, що є така лінія контакту, яку можна розвивати дружня і відкрита до спілкування. Це ще до того, як Трамп став президентом, правильно? Безумовно, так. Це ще весна 24-го року. У відповідь я вислухав монолог про те, що я нічого не розумію в розкладах в Америці, що від колишнього керівника Офісу президента, що я не знаю, що таких очевидних фактів, що Кушнер не при ділах, що взагалі на Кушнера ставку робити не треба робити ставку на Майка Помпео, і він вже її зробив, і він побудує всю комунікацію з трампістами. І президент тоді підтримав Андрія, і, власне, я не отримав мандат на продовження якихось змістовних розмов з Кушнером. Тому ми там обмінялися такими приватними повідомленнями, якби і все. І ось бабах, і проходить 1,5 року. Бачиш, і Кушнер у нас стає ключовим перемовником. Якби, неважливо, що це був я, якби хоч хтось почав говорити з Кушнером тоді,
Ну, зараз би ми мали людину, яка би займала, скажімо так, набагато більш проукраїнську позицію, ніж вона її займає. Вот. И тут Ермак, представляете, какой плохой. Короче, вообще сейчас в последнее время на Ермака полетят все шишки. Интересная компания, правда? Очень удобная. Во-первых, для того, чтобы сместить фокус внимания с Зеленского на Ермака. Но смотрите, давайте так. Просто одно предложение, даже потом к этому возвращаться не буду. Кто защищал всегда Ермака и поставил его? Ну, то есть все понятно, тут уже даже как бы говорить об этом не надо. И кто его топит, тоже ясно. Знаете, что мне интересно? Вот когда люди используют этот эффект французской лестницы, а я же говорил, а я знал. Ну, начнем с того, что сам Зеленский, и не Ермак, а именно Зеленский, топил за Байдена, недолюбливал Трампа, портил все возможные отношения с республиканцами, топил за демократов, там, переобулся только уже тогда, когда стало все совсем-совсем ясно, и то там унизительно пришлось ему как-то это делать. И история о том, что Кулеба, что-то там где-то, я ему кому-то говорил. Вы понимаете, как это происходит? Там есть, допустим, 100 человек, с которыми нужно иметь хорошие отношения. Из 50 из них, вы говорите, нужно строить, из 50 не нужно. Никогда не знаешь, кто в итоге в этой гонке выиграет. Из тех 50, с кем не нужно было, может выиграть один очень значимый. И с ним, оказывается, надо было. Тут сейчас скидывать на Ермака, что тот, внимание, не специалист в международных отношениях, должен был угадать, с кем имеет смысл задружить. Просто абсурдно. Но это не оправдывает, естественно, Ермака в его многих других поступках. Я просто говорю о том, что пытаться убедить человека в том, что он неправильно принял решение в вопросах, в которых совершенно не разбирается, это смешно. Ну и другой вопрос. Я правильно понимаю, что Кулеба, как некогда министр, это был 24-й год, он еще был тогда министром, если не ошибаюсь, да? Я правильно понимаю, что ты, министр международных дел, не смог донести, вот просто хочу понять, не смог донести значимость контакта с каким-то конкретным представителем? Ты сейчас что, расписался в своем бессилии? Ты кто тогда такой? Какой твой смысл? Тогда просто сидит лицо, тупое лицо без тени интеллекта, которое скажет, что мы должны воевать с лопатками до самого последнего украинца. Сам не находится большую часть времени в Украине. Его дети не находятся в Украине. У меня возникает вопрос просто. Если ты заявляешь такое, то ты говоришь о том, что, цитата, «я не смог убедить важное политическое лицо в значимости какого-то контакта». Это твоя работа. Ты представлял Украину на международной арене. И ты не смог донести информацию. Но мне не интересно там знать вот это вот, это на самом деле Ермак был глупый, тупой, не понимал или еще что-то. Меня это не волнует. Это говорит о твоей некомпетентности. И вот смотрите, он же думает, что он сейчас скидывает с себя ответственность. Да нет, ты выглядишь дебилом. Ты говоришь о том, что ты не справился со своей, внимание, примитивной работой. Приведи аргументы, почему вам этот человек нужен. Я приведу вот коротенький пример. Мне один молодой человек очень не нравился. Мы ездили на конференцию в Харькове, там конференция была по психиатрии и нейронаука. Мне очень не нравился человек. Ко мне подошла моя знакомая, говорит, слушай, я знаю, что тебе этот человек не нравится, но вот какие будут бенефиты, если ты будешь с ним общаться. И она перечислила все плюсы того, что может быть. Какие могут быть плохие развития. Он довольно неприятный человек и так далее. Я пошел, задружился до сих пор в нормальных отношениях с этим человеком, и мы друг другу во многом помогли. Если ты представитель Министерства иностранных дел, если ты представитель МИД, ты серьезный человек, ты министр, не нашел аргументов для того, чтобы убедить человека в значимости комунікації з какой-то персоною, то сейчас говорить, я йому говорив, щоб він з ним дружив, але він мене щось не послухав, і щось я так не знаю, то я сказав, то бачите, який він поганий. Так это ты некомпетентный идиот. Вот и все. То есть хватит скидывать. Смотрите, никто не говорит, что Ермак молодец. Почему все это цепляются за то, что сейчас топить Ермака? Потому что это удобно. Потому что пока вы топите Ермака, вы не думаете про кого? Вы не думаете про Зеленского. Но Да. кто поставил Ермака? Кто писал, я с ним пришел, я с ним уйду? Кто говорил о том, что Ермак является моей правой рукой? Чем он, кстати, этой правой рукой не занимался, но это уже дело такое. Но мы должны всегда держать в голове одну очень важную вещь. Кто-то давал этому возможность случиться. Кто-то что-то не предотвратил. И вместо того, чтобы рассказывать, я говорил Ермаку, я, министр международных дел, говорил, он меня не послушал. У тебя либо нет авторитета, тогда возникает вопрос, что ты там делаешь.
либо ты не умеешь найти подходящие слова. Если ты не способен найти подходящие слова людям, дать эти слова, с которыми ты работаешь, то, естественно, как ты будешь убеждать международных партнеров? О чем? Что ты будешь им рассказывать? Ты не можешь своего начальника убедить. Ну, вообще, формально он не начальник, так это, типа, номинально, но ты не можешь убедить своих людей. Ты кого собираешься убеждать? Американцев? Это очень жалкий аргумент. Мне кажется, что Кулеба просто об себя сам ноги вытер в этом заявлении. Почему им никто не пишет? И еще раз, Александр, мы возвращаемся обратно. Почему они не наймут людей, профессионалов, которые будут писать им речи, которые будут нормально писать им политическую повестку? Они даже сейчас могут выйти из этой ситуации корректно. Почему они себя топят? Я думаю, что это просто некомпетентность и тупость. Я не думаю, что это какой-то план, потому что, ну, типа, план стрелять себе ногу, там, не знаю, отрезать себе палец, это слабый план, он ни к чему хорошему не приводит. И мы знаем то, что история с жертвами, жертв уже ненавидят. У нас жертв недолюбливают. У нас любая жертва, смотрите, что происходит. Там женщину, допустим, изнасиловали, военный изнасиловал женщину, в Кривом Роге, она сама виновата. То есть, понимаете, в чем? У нас уже жертвы недолюбливают, надоели. Мы все время находимся в позиции жертвы. Каждый раз, все время это уже вот тут сидит. Прими на себя статус человека, который допустил ошибку, и не будешь жертвой. Я допустил ошибку. Не смог найти подходящих слов. Не смог найти подходящих слов Ермаку, чтобы он это... Ну, чувствую, что не доработал. Нет. Вот Ермак такой плохой. А вы знаете, что там вот він такий лихий, вся вертикаль была завязана на нем. Это ты сейчас там говоришь? Сегодня? Серьезно, ты решила нам об этом сказать? А что ж ты рот свой не открыла, когда Ермак был у власти? Ну, пинать, знаете, Акела промахнулся. И пинать мужика, когда он уже не может дать тебе ничего в ответ, это очень недостойно. Потому что Мендель, вот, когда она говорит о том, что вот я помню, как было, и это было плохо, и вот он мне 1000 раз говорил, а я знала, что это неправильно. Ты работаешь на Зеленского, подойди к Зеленскому, скажи: Вова, слушай, вот ты даешь задачи, это правильно то, что он там, ну, так делает? Вы сейчас задним числом что, расписываете в своем бессилии? Так вы сейчас, вот это надо все фиксировать, потому что это типичный пример, Александр, типичный пример, почему у нас развалилось все. Все терпели, ждали, когда ушел токсичный человек. Ой, мы всегда знали, что он токсичный, знаете, а он мне когда-то сказал, что... А он мне там показал на фотографии свои гениталии. И начинается вот этот бред. Это ж бред. Александр, это не звучит здраво. Я понимаю, что некоторые люди посмотрят и подумают: ой, какая мудрая женщина. Или там посмотрят, не приведи Господь, конечно, на Кулебу, на его голову, вот эту странную, когда он там что-то говорит, и подумают: блин, классный мужик, и хотел как лучше, не получилось. Вы не туда смотрите, алло. Если палец указывает на небо, дурак смотрит на палец. Перестаньте смотреть на палец. Это палец. Они просто, ну, несут чушь. Вы верите словам некомпетентных дебилов. Представьте, экс-спикер, ну, то есть на тот момент спикер президента, это важный человек, это не просто, это спикер президента подчинялся приказам какого-то другого человека и не мог на это повлиять. У тебя что, полномочий нет? Или у тебя рот? Ты спикер, твоя задача уметь разговаривать. Ну, вообще они все, Кулеба. знаете, Спартак, они все очень и очень прозревают, когда лишаются должности. Все такие умные становятся. Вот сейчас же тоже интересно, это такой частный случай, но он, кстати, очень важный. Да, на фоне катастрофы экономической, которой мы так бочком коснулись, у нас же есть инициатива от Зеленского, там, и они уже приняты, да, со следующего года по 50 тысяч платить за рождение ребенка. Была абсолютно ответственная за это министр соцполитики Жалнович. Она теперь не министр. И знаете что? Она критикует, ну или как, подсвечивает определенную такую темную грань этого рішення. Раніше ця допомога разова, вона становила, якщо не помиляюсь, 10 тисяч, а тепер її збільшили до 50, ну і це обґрунтовано, бо якщо порахувати все те, що потрібно купити для дитини, ну, в перші тижні чи в перші місяці після її народження, і колясочки, і там ванночки, і гойдалки, ну все, що потрібно для зростання дитини, то це значні суми. Тому це просто підтримка родини, щоб вона в бідність не провалилася. Це один з механізмів підтримки. Щоб реально стимулювати народження, треба більше. Треба, знову ж таки, дешеві кредити, соціальне житло для молодих сімей, зайнятість, ну там багато більше стимулів. І так само поєднання материнства з роботою. Бо сьогодні кожна жінка, вона насамперед хоче також себе реалізувати в професії, отримувати свою незалежність, не потрапляти в економічну залежність до свого чоловіка. Це важливий аспект.
То есть, смотрите, из ее слов понятно, что никак эти 50 тысяч не повлияют на рождаемость в Украине. Почему? Потому что это, если так проще говорить, для поддержки штанов. Чтобы человек, у которого появился ребенок, или там женщина, у которой появился ребенок, семья имеется в виду, чтобы они не просто не стали нищими, тратясь на этого ребенка. А для того, чтобы рождаемость повысить, вообще должны быть другие меры. Другие меры. Понимаете? А могу еще обратить внимание, буквально на секунду, ваше внимание и внимание зрителей, как ловко под влиянием вот этой всей проблемы, не хочу говорить глобалисты, чтобы не звучать каким-то, знаете, таким, конспирологом, но как они уничтожают институт семьи и уничтожают традиционные ценности. Вот вы услышите, там один важный момент. Нужно, чтобы женщина еще совмещала воспитание ребенка и работу. На каких этапах? То есть убивается традиционное представление о том, что может помочь муж, мужчина. То есть мать-одиночка становится как будто бы нормальной, разрушает весь здравый смысл. По поводу того, что выдаются деньги для поддержания штанов, тоже мне это интересно, как долго эти штаны могут продержаться на полтинник. То есть это тоже очень странно. Я помню только один период, когда смертность была ниже, чем рождаемость. И я помню период, когда после каждого рождения каждого ребенка и каждого следующего люди в Украине получали вот эту стипендию на ребенка, и она была сначала большая, одноразовая, и фоновая, регулярная. И этот период считается большинством патриотов самым худшим периодом страны. Потому вот у меня вопросы возникают. На что мы тогда опираемся? Мы опираемся на возможность получить одноразовую подачку для того, чтобы что? Чтобы... Я, знаете, даже не понимаю. Слушайте, такая вроде простая мысль, а у меня даже она не формулируется нормально в голове. Она говорит о том, что это для поддержания семей. Поддержание для чего? Мы что, в очень плохом положении находимся? Ой, оказывается, да. А что, рожать? Рожать никто не хочет детей? Интересно. Вот такое. А почему? А почему никто не хочет рожать? А почему у нас сейчас индекс рождаемости в некоторые месяцы, Александр, меньше единицы? В некоторые месяцы. Почему подавляющее большинство людей, которые рожают, не все, но подавляющее, это либо третий ребенок, либо это маргинез? Вот у меня возникает тоже вопрос, за гранью. Люди, которые уже, с ними, говорить не о чем, рожают, а они рожают по 5 детей вообще, в принципе. У меня возникает вопрос, почему стоит бусик ТЦК под Соломенским роддомом. И фотографии, которые мне отправляли, я там просто недалеко жил, и мне отправляют знакомые, говорит, глянь, роддом, и стоит бусик ТЦК. У меня возникает вопрос, а почему они должны хотеть рожать? Так никто даже за 500 000 не захочет рожать. Ты не сможешь потратить эти деньги. Люди не совсем понимают, что вопрос не в деньгах, вопрос в условиях качества жизни. Потому что некогда, давайте так, 4 года назад, за 50 тысяч еще что-то можно было купить ребенку. Сейчас за 50 тысяч, а какой смысл рожать, если ты будешь сидеть с ребенком в темноте 18 часов? Какой смысл рожать, если ты не сможешь разогреть ребенку? Внимание, ребенок живет не по часам. Маленький новорожденный ребенок, он живет не по графику света. Почему? Как ты будешь ему разогревать молоко, смеси какие-то, ухаживать, помыть его в конце концов? В Харькове, например, воды нету. 2 дня подряд не было нормальной воды подачи. То есть назовите мне причину не финансовую, а просто здравомыслящего человека, причину рожать в этой стране. Почему не выехать в Польшу, например, не родить? Почему не родить в Чехии, тоже в Германии? Тебе за это денег дадут и позаботятся. То есть меня поражает факт того, что нам подачку подают как что-то очень значимое, а потом еще и унижают за это, говорят, это так, чтобы штаны могли поддержать. Это не увеличит, на генофонд никак особо не повлияет. Это не увеличит, не решит проблему с рождаемостью. Но это же унизительно. Почему мы смотрим на это как на... И знаете, многие скажут, она, правда, говорит, подняла важную тему. Нет, она не подняла важную тему. Она просто вытерла ноги. Она сказала, ребята, смотрите, теперь эти 50 вы тратите на то, чтобы иметь возможность прожить до конца зимы, если вам повезет.
Но качество жизни вашей и вашего ребенка, ну, тут не учитывается. Детские садики закрываются в связи с неспособностью поддержания регулярного отопления. В Киевской области за последние 1,5 месяца было закрыто 4 больших детских садика и 12 мелких. Это, ну, грубо говоря, 16. У меня возникает вопрос. А зачем, может быть? Какую это решит проблему для государства? Это не решать никакую проблему, это просто создает проблему для людей. И теперь мы приходим к тому тезису, который я хотел еще в самом начале сказать. Раньше мне казалось, что государство, знаете, какая-то родина начинается с крыльца. То есть, что государство строится с ячейки общества, с семьи. И теперь все, что мы слышим, говорит о том, что нет. Государство не строится с семьи. Государство строится з головного команду, верховного, я прошу прощения, то еще оскорбил бы, верховного головного командующего, и все, что вокруг него крутится. Потому что, еще раз, мать, которая родила в этом отвратительном условии ребенка, пошла на то, чтобы не выехать, согласилась, ладно, я тут рожу, пускай будет, родила, она не является таким значимым персонажем, и ее проблемы не являются столь значимыми, сколько Зеленский від нас втомився. Мы просто его все дістали. Вы что, охренели, там с ума посходили или что? Знаете, я бы в завершении хотел бы, ну, опять-таки, многие же критикуют, многие же, собственно, ну и сам неоднократно Андрей Данилко, да, давал такие разные, в общем, комментарии по поводу войны. Он ездит по миру, в общем, он полностью поддерживает украинскую вот эту позицию, поддерживает ее, где-то давал такие неоднозначные комментарии, но, ну, выступал, помните, даже в Одессе там пляски были, там с русскими песнями выступал, его хейтили, там еще платили в Киеве в клубе, да, пляжном деньги, потому что он там публично выступал. То есть вроде как, ну, то есть мои песни поддерживают и так далее. А тут он в Цюрихе выдал то, что заметили все. Я на цій фотографії мені 6 лет. Я хочу от всім побажати, щоб ви були такі щасливі, як я на цій фотографії. Леш, покажи. У нас в детстве я в СССР жила. І ми після ужина в Петерському лагері виходили за територію, набирали хліб, колені такі отвисшие, знаєш, спортивні штани з коленями. Я вот смотрела на закат, когда падают звезды. Падая звезда, мы загадывали желание. Было такие вот? Я хочу в Цюрихе снять вот эту звезду. И чтобы мы все загадали желание. А желание у нас только одно. Чтобы закончилась вся война. Слава Украине! Ну, в Цюрихе ее поддержали. Перформанс качественный с точки зрения там завершения какого-то там, ну, его концерта или там части, или, в общем, творчески качественный. Но посылы какие? Мне было 6 лет, эти обвисшие колени, пионерский лагерь после ужина. Что думаете? В Цюрихе искренне хотят, чтобы завершилась война, украинцы? Проблема, как по мне, заключается не в том, чего они хотят, а в том, как они этого хотят. В представлении людей, как вы представляете себе завершение войны? Россия впаде, мы переможемо. Если в этом ключе, да, я думаю, что многие так и хотят, они правда в это верят, на это надеются. Но если мы берем здравый смысл, то, смотрите, я ж риторику Данилка, то, что он говорил, как он, я понимаю, он подразумевает под окончанием войны просто остановить смерти, просто прекратить воевать. Это не значит, что мы должны там дойти до Москвы, как говорил Кучма. Это вообще, я обожаю этого персонажа, такой интересный. И, в общем, что надо дойти до Москвы и так далее. То есть есть Ющенко только, Ющенко, да. Ой, Ющенко, простите, пожалуйста, да, Ющенко. Вот. И вот он говорил, что нужно там идти до Москвы и как-то бороться. Его дети, кстати, не знаю, где находятся. Но когда Данилко говорит, он говорит искренне, он говорит, я просто хочу, чтобы закончилась война. Вот и все. То есть у него очень простой посыл. Но почему он так отзывается у людей, знаете? Потому что каждый в этом видит свое. Кто-то говорит, да, пускай уже по линии разграничения, да, давайте дадим ту часть или те области, пускай закончится.
Кто-то говорит про себя, да, пусть она закончится, пусть все эти коцапы помрут. И вот, ну, это вот, знаете, вот этот нарратив примитивный. И вот каждый снова себе в голове проговаривает что-то свое. Это очень удобно. Потому что когда мы желаем, я хочу, чтобы в твоей жизни все сложилось, я хочу, чтобы закончилась война, это очень удобно. И потому, конечно, Данилка поддерживает, и я надеюсь, что мне его позиция, кстати, импонирует по этому поводу. Я просто хочу, чтобы война закончилась. Я хочу, чтобы это все остановилось, прекратилось, и начинать уже принимать решения, исходя из того, что ты не боишься выйти на улицу, если ты мужчина. Исходя из того, что, внимание, ты можешь после 12 выйти на улицу. Вы представляете, многие же люди до сих пор не понимают, что это такое поехать ночью куда-то там или выйти. То есть это страх, вы живете в страхе, вы взращиваете людей в страхе, это целое поколение в ужасе будет жить. И идея Данилка мне очень близка. Я, честно скажу, Александр, я тоже очень хочу, чтобы война это все закончилась. Потому что когда она закончится, то наказывать всех тех и привлекать всех тех, кто к этому привел, будет значительно легче. Сейчас это очень тяжело, потому что есть такой слой ядерного электората, который слепо верит в то, что все держится только благодаря тому, что сволочи власти, которые просто все разграбили, уничтожили, ненавидят Украину. Смотрите, ненавидят Украину. Зеленский ненавидит Украину и все украинское, презирает. Только потому, что они до сих пор держатся, мы как будто бы стоим. Это ложный вывод. И что меня на самом деле радует, что не то, что просто подавляет. У меня такое ощущение, как будто вся ваша аудитория это осознает. То есть она все понимает и понимает, к чему это движется. Поэтому мне приятно, что у меня есть возможность выражать свое мнение. И экспертную точку зрения, и точку зрения как личность. Сегодня я немножко так, может, даже излишне эмоционировал. На аудиторию, которая понимает, о чем идет речь, понимает, каким на самом деле может быть мир и к чему должен двигаться. Так что я считаю, что здорово, что есть такая платформа. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Спартак, спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.